Проснулся я рано, на рассвете. Хотелось максимально растянуть эту неделю, ведь далеко не каждый день мне доводилось просыпаться на морском побережье. Я гулял по пляжу, слушая музыку прибоя и любуясь прибрежными склонами, освещенными мягким утренним солнцем. Вдали от берега характер волны менялся. Визуально вода там была темнее, а на гребнях волн образовывались белые барашки. Это обозначало, что ветер там был сильнее, около 17-20 узлов. Это 9-11 метров в секунду примерно. И это отличный ветер для переходов под парусами. Если, конечно, он не стихнет, когда солнце окончательно все прогреет. Если по одну сторону причала располагался пляж, то другая часть берега была каменистой, и я провел там некоторое время, разглядывая нагромождение камней и причудливые каменные узоры. А чуть дальше стояло на якоре некоторое количество яхт. Те из них, что стояли ближе к берегу, использовали валуны, чтобы дополнительно закрепиться при помощи длинных швартовок. Такой способ постановки на якорь довольно часто используется в Средиземном море. Примерно без четверти 9 я решил возвращаться на лодку. К тому же солнце к этому моменту уже припекало, и в толстовке стало совсем уж жарко. Абсолютно прекрасная деревянная лодка. Просто великолепная. Так, ну, она как-то приоткрылась. Пойдет, спасибо. Прямо внутрь. Я бабульце, знаешь, что, холодильник все-таки положила. Я как человек самый бесполезный в деле приготовления пищи. Ты будешь мыть посуду. Мы найдем применение всему и всем. Самое главное, чтобы если я мыл посуду, не слил всю воду на нее. Но я постараюсь этого не делать. Ну, большая вода? Да не будет. Первый морской завтрак предстоит. Вышли в 11 часов. Через оживленные воды, набитые гюлетами и всевозможными яхтами, нас отважно вели наши девушки. Ветра особо не было, и какую-то часть пути мы моторили. Каждый раз, слыша двигатель, я думал, эх, был бы он электрический, шли бы почти бесшумно. И жирненький, прикольный. Давай настроим так. На удачу. Сейчас, давай, может, под парусами ляжем. Посмотрим, что с прогнозом. Парусами. А здесь двигателя почти не слышно. Садись на повтор, не свешивай ноги и сиди. Вообще сама такая. Серьезно.
Так, сейчас они паруса будут ставить. Такое море гладкое. Да, такой цвет. Я думаю, мы сейчас все будем ставить. И грот, и Геную. Потому что на одном гроте мы, по-моему, никуда не уедем в таких условиях. Мы пробовали ставить паруса, но ветер в итоге окончательно выключили к 12 часам, и часть нашего экипажа решила искупаться. Оставили раскрытой только Геную, на всякий случай, вдруг почувствуем ветер. Оказалось, что пауза была выбрана очень вовремя. Когда все вдоволь накупались, ветер снова начал постепенно возвращаться, и мы решили поставить еще и грот. И не зря. Ветер движемся, лавировкой движемся. Одним галсом вот нас ветер дует вот так. Вот максимально, да, я пытаюсь максимально к ветру двигаться, но если я буду продолжать, да, у нас сначала потерять, как у нас просто перестанет работать. А потом ветер чревато, мы можем просто еще неожиданно словить. Когда мы перейдем в направление ветра, мы можем нас повалять, может быть такое. Поэтому надо понимать ветер. Володя продолжал свою небольшую импровизированную лекцию, рассказывая о возможностях современных яхт. Если вкратце, то современные высокие треугольные паруса по принципу действия напоминают крыло. Тяга на парусе создается за счет разности давлений на выгнутой и вогнутой сторонах паруса, а глубокий киль нейтрализует поперечную составляющую действующих на парус сил, и лодку тянет вперед. Таким образом, яхта может идти против ветра под углом примерно 45 градусов, а некоторые лодки и еще острее. Весело, все держат. Но он, ну, там не стоит, совсем громче, потому что она все-таки такая развалина, ну, может, я ее развалина, и, в принципе, ну, я так возможно управляю. Ветра, я бы сказал, что очень много боится, потому что это так и скажет. Но он делает специально, я перегорение. Не, ну я могу через ребенка попробовать потянуть. На ходу лодка мне понравилась. При ветре в 14-15 узлов мы шли со скоростью 5,5-6, держа угол примерно 45 градусов к ветру. Когда ветер усилился до 17, скорость составила 6,2, это примерно 11,5 км в час, что согласно диаграмме скоростей является почти максимумом для этой модели в таких условиях. Управление при этом не напрягало, лодка управлялась легко и комфортно.
Когда постоянный ветер достиг 17-18 узлов, мы решили взять первый риф, то есть уменьшить площадь паруса, чтобы уменьшить крен и снять излишнюю нагрузку. Для этого парус чуть спускают вниз и затягивают по нижней кромке, по нижней шкаторине, как говорят. Скорость лодки при этом не снижается, как многие могут предположить. Один автогонщик как-то сказал на этот счет: тормоза нужны, чтобы быстрее ехать, а не чтобы останавливаться. Точно так же и тут. На подходе к бухте, где мы планировали остановиться на ночевку и встретиться с нашей второй лодкой, чтобы продолжить путешествие уже в составе 2 экипажей, скрутили некоторое количество поворотов и начали потом сматывать заброшенную ранее леску. Мы пытались ловить тунца, но, к сожалению, неудачно. Теперь по ветру ставь максимально остро, насколько можешь. Поехали. Но этот поворот был гораздо чище. Мы сейчас еще как раз выбьемся в доску. Ну ты лучше, наверное, валишь, чтобы скорость набрать, а потом Давай, чуть-чуть. приводись потихонечку. Мне на этот раз предстояла работа по отдаче и контролю якоря, а потому, увы, снова без видео. Слишком ответственная процедура. Антон же с Володей взяли управление яхтой и растяжку швартовых к берегу. Закрепившись со второй попытки, мы отправились на берег, где Лисятка нашла самых неожиданных для нас прибрежных обитателей. Я сначала подумала, что это какая-то улиточка, но это не улиточка, это рачок. У него ножки. И он пошел куда-то прятаться. Ути-пути. Блин, вся жопа намокла. Да они все там такие, эти рачки. Вон они с ножками. Идут. Мурена масса. Она как бы вылезла из домика, но как бы и нет. Такая всратенькая. Че, погнали? Угу. Какая всратая. Она ко мне передом повернулась, она такая всратая. Она застряла, что ли?
Ужинали мы уже затемно, делясь с остальными участниками похода впечатлениями от встречи с Муреной и глядя на безоблачное небо с огромным количеством звезд. Второй наш день подходил к концу. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Еще и не видно ни черта. Нет, мы не там, где мы были. 100% не там. Так хреново, потому что мы, по идее, мы очень хорошо должны произвести. Нет, ну потому что... Не, ну потому что вот я его сейчас оттянул и просто положил. Там, правда, уже обратно вернулись. Он лежал в воде. День подходил к концу, а вот ночь только начиналась. Как оказалось, мы не слишком-то хорошо закрепились, и лодку в какой-то момент начало сносить к берегу. Глубина вплоть до самого берега была достаточная, однако перспектива впилиться кормой в камни не вселяла никакого оптимизма. Это еще хорошо, что Антон решил проверить положение лодки еще раз перед тем, как окончательно пойти спать. Побродив так по палубе взад-назад и обсудив разные варианты развития событий, а также показания бортового картплоттера, моего трекера в телефоне, навионикса на планшете Антона, мы решили остаться на вахте и последить, как лодка будет вести себя дальше, и уже исходя из ее поведения предпринимать те или иные действия. В общем, это, Лен, сейчас можешь пока выключать свет и сптлить. В ближайшие несколько часов вряд ли что-то произойдет. То есть мы сейчас с Антоном посидим, может поочередно, может как-то посмотрим, помониторим ситуацию вообще, что там будет происходить дальше. Вот. Если все будет, конечно, осложняться, то тогда придется будить даже ту яхту. Все, если нас будет дальше еще куда-то сносить. Если она сейчас остановится просто в том положении, в котором мы сейчас стоим, ну, просто подежурим и все будет норм. Вот, так что, в принципе, наверное, выключай свет и спи. Я с собой только ветровку, наверное, возьму и шерстяные носки свои, чтобы там сидеть, просто не замерзнуть, а сидеть комфортно в тепле. Делать ночью особо нечего, поэтому мы просто сидели, глядя в планшет, пока Антон рассказывал интересные истории из различных своих морских походов, и время от времени проверяя, не стал ли ближе к нам берег. Напротив него встаем, ну, и на этом, на навиониксе, типа, ну, как грот и типа 2 камня. Вот, ну я так стараюсь между ними. Ну, не, говорит, там вроде ничего нет, там все хорошо. Я говорю, не, ну, просто с этого, ну, штурвал так поворачивает, прям камень под нами. Еще как бы в воде, он все равно кажется близко достаточно. Ну, да. То есть 2 метра там точно было, а то и 4 до него, но ощущение так себе. Я говорю, а там, это, кажется, камень. Я что, не прощал внимания. Да, вашу мать. Что происходит? Пронзительный писк системы зажигания и громкий рокот двигателя почти рядом с твоим ухом способен разбудить кого угодно, и выскочившая в кокпит Лена не была исключением из этого правила, а происходило, собственно, следующее. Решив, что ничего хорошего нам ждать не стоит, мы все же решили переставиться, прямо посреди ночи. На помощь нам пришли парни со второй лодки, и вот в половине 4 утра, уйдя с якоря и переставившись на швартовочный буй, мы наконец могли спокойно лечь спать. Теперь уже точно до утра. Вообще что не спали? Ну, почти нет. Ну, мы что-то... Я первый раз вышел, мне показалось, что это близко, но я подумал, это, наверное, оптический какой-то обман. Все,